по чуть-чуть запихивают в кулечек. И вот такой кулечек. Сколько это стоит? Это 15 тысяч. $1. $1. Привет. Сегодня поговорим о стоимости жизни в Азии и Европе. На нашем личном примере. Мы сейчас уже целый год живем в Польше с семьей из 4 человек, с 2 маленькими детьми. А до этого мы непрерывно 4 года жили на Бали. Те, кто смотрит наш канал, уже об этом слышал неоднократно. Мы 3,5 года прожили на Бали, и потом внезапно пришлось переехать в Польшу. Последние годы у нас было так. Тропики вообще обожаю просто. А теперь вот так. Господи, боже мой! Было, стало. Нас пугали, что нам будет неимоверно сложно и что мы не сможем адаптироваться. Но нам офигенно. Мы в резонансе с городскими вибрациями. Мы в потоке. В потоке метро. Есть некие забавные моменты, которые хотелось бы осветить. Мы часто разговариваем на эти темы, какие-то детали оговариваем, понимаем, что эти детали ты понимаешь только уже исходя из личного опыта. Дело в том, что Европа это такое место, где уровень жизни уже имеет определенную планку, ниже которой ты опуститься при любом своем желании ты не можешь. Определенный ценник за жилье, ниже которого ты не найдешь жилье. Да, ты можешь уехать из Варшавы в какой-то супер маленький город, допустим, на примере Польши, где децентрализация на очень высоком уровне, в том смысле, что маленькие города поменьше, даже деревни, села, они очень живые. Там живут люди, нет такого, что оттуда массово все бегут куда-то там в столицу. Все равно так или иначе ценники, конечно, ниже. В маленьких городах, конечно, ниже. В селах, в деревнях, конечно, ниже. Но есть некая планка, ниже которой ты не опустишься, потому что есть определенный уровень жизни, и он примерно так размазывается по всем европейским странам. Коммунальные услуги, налоги, стоимость продуктов, аренда жилья, все это плюс-минус. Ты, если переедешь из Варшавы в маленький город, ты не сможешь покупать продукты дешевле, или та же еда, она не будет стоить намного дешевле. Все равно тебе нужно будет тратить плюс-минус одинаковое количество на еду, или на готовую еду, или на продукты. А чем отличается Азия? На примере на Бали чем отличается? Ты сам можешь регулировать свой уровень жизни. Потому что, по факту, ты можешь снять жилье так же, как и в Европе за 2000 евро, за 5000 евро, за 6000 евро. Но ты можешь найти жилье за 300 евро. Допустим, на примере Польши ты уже не найдешь за 300 евро себе жилье. Даже комната здесь стоит каких-то безумных денег. А там можно это найти. Здесь у нас тоже небольшая часть территории, мы ее не используем. И, собственно говоря, бассейн. Например, если бы я смотрела из Польши или из Беларуси это видео, я бы вообще была, конечно, в восторге. Наверное, я подумала бы, что только, пожалуйста, не начинай говорить про минусы. Но минус есть. Это очень классно, бассейн на виллах. Просто когда здесь живешь, уже, конечно же, привыкаешь к таким условиям жизни. Уже только этим аспектом, платой за жилье, ты можешь себе высвободить большое количество свободных денег. За 3 года на Бали мы поменяли более 5 домов стоимостью в пределах $1200-1300 в месяц. Это были просторные приватные виллы с 2 или 3 комнатами, большим жилым пространством и часто двухэтажные, и все с личным бассейном. И так, избалованные балийской реальностью, мы приехали в Варшаву. И тут нас ждала печальная реальность. Также плата за садик. Здесь мы платим 1000 евро сад наш стоит, плюс 900 евро стоит за 2 детей. Там у нас то же самое был платный частный сад, он стоил так же, но там у нас были еще партнерские отношения с садом, и половина у нас, мы их амбассадорили, представляли, у нас есть отдельный балийский канал про жизнь на Бали, там все 4 года нашей жизни освещены, очень много крутых, красивых, полезных просто видосов, такой же канал, как этот о Польше, и там мы
постоянно рекламировали, промоутили школу, потому что мы дружили с хозяйкой, и школа нам очень круто, садик нам очень круто заходил, детям нравилось. Ну, то есть вот было такая вот взаимовыгодное такие сотрудничество. Здесь мы платим полную стоимость за сад, но ценники такие. Но к чему я говорю, что здесь, допустим, ниже вот этой стоимости можно найти сад, можно, но все равно будет какая-то планка, вот мы сейчас ищем, все равно ниже 400 евро за ребенка, за, платный сад сложно найти. А на Бали были сады реально дешевле. То есть... Ну что, наши дети первый раз в жизни идут в садик. Мы уже 3 года живем на Бали, и нам нужно сейчас выбрать самый крутой балийский садик. Есть какие-то куча частных таких типа около садиков, которые там на вилле детей собирают и так далее. То есть ты там тоже можешь подрегулировать. Детские сады и школы на Бали. И узнайте все детали, стоимость, время работы, методики обучения и питания. Вам понравилось садики? Да, в Польше вообще сейчас могу сказать, в смысле, нифига себе, зачем тебе ты можешь отдать просто в государственный. Да, можно, и нас уже брали в государственный, но у нас не сложилось по причинам с аллергией, с питанием, мы не решили этот вопрос, нужно было быстро принимать решение. Это раз. Второе, мы пообщались со многими здесь уже живущими друзьями, знакомыми, подписчиками, коллегами и так далее. Пришел вот обивать пороги детского сада. Вот такие детские сады похожи, на наши, как для наших людей привычные. Мы пропустили рекрутацию. Здесь рекрутация до конца этого, какой там был март. Сейчас единственный вариант — ходить обивать пороги, упрашивать, выпрашивать, просто умолять там, чтобы взяли. И про государственные сады, и про не частные сады. Государственные, хотя они здесь по факту тоже не государственные. Не частные сады. У многих людей расходятся мнения. Да, есть люди, которые довольны, но есть люди, которые говорят, что здесь все-таки такое очень патернальное, такое, знаете, строгое воспитание, большие группы. Хотелось бы детей, пока они еще маленькие, есть возможность отдать их куда-то в более такие уютные, теплые, какие-то мягкие условия. Вот. Поэтому мы так вот приняли такое решение. Каждый сам для себя решает. Я не говорю, что нужно только в частный или только туда, не в частный. Каждый сам решает. Смотрит по возможностям и по приоритетам. Допустим, мне не очень сейчас удобно. Вот, допустим, у нас сейчас доход там немножечко проседает. Вот я пытаюсь другими там путями развивать другое направление, и мне не очень комфортно платить 1000 евро. Вот вообще не очень комфортно, но я плачу, потому что это в нашем приоритете. То есть вот так вот. Вот. Но на Бали это можно просто, если мы говорим про частные сады, да, то там это можно найти дешевле. Куда мы идем? Куда мы сегодня? Детский садик. Куда? В детский садик. Детский садик. Поймала. Только показать чтобы я поймала. Дальше по продуктам, по продуктам питания. То есть, если брать хорошие, качественные продукты питания, то на Бали и в Польше примерно тот же самый прайс. Мы вот за свою большую тележку, корзинку отдавали примерно то же самое. Кстати, у нас на балийском канале есть не одно видео с ценами, просто где мы конкретно детально про цены рассказываем. Сколько стоит жить на Бали? Сколько? Не очень дешево. Цены на продукты в супермаркете. Выбор большой. Сколько стоит поесть в топовых заведениях Бали? От мажоры. Шопинг, цены на одежду и технику. Похоже, это то самое видео, которое вы так долго искали. Ах да, и у нас же 2 детей. Это тоже стоит учесть. Короче, сейчас все по порядочку расскажем. Кстати, есть даже одно видео, по-моему, где прямо конкретно вот собирали тележку, рассказывали, показывали. И про цены в Польше тоже есть. У нас уже одно из наших популярных видео. Мы тоже все рассказывали. Смотрите, но если ты вообще не загоняешься по питанию, это мы еще просто загон. У нас мама нутрициолог, она учится на нутрициолога, там все, диплом сейчас будет защищать. Это наш образ жизни, наш стиль жизни, наш подход к жизни. Более здоровые пути выбирать. Мы там не пьем уже 10 лет, не курим. Это наш выбор, нам так комфортно. Мы никого не заставляем и не осуждаем, кто питается или по-другому. Вот кого что забавляет в этой жизни, нас это забавляет, да? И мы в это вкладываемся и финансово, и морально, и по времени инвестируем в это. Считаем, что это важно. И поэтому у нас и там, и здесь ценник примерно был,
одинаковый. И он был не маленький, потому что все продукты, которые био, которые там органик, которые из там грунтовых земель выращенные овощи, они сейчас дороже. Мы сейчас знаем, потому что все идет в удешевление, продукты питания становятся более химозными, производство удешевляется. Но если ты не загоняешься, и вообще тебе без разницы, то, по сути, там на Бали, в Азии, можно набирать очень дешевой еды, просто очень дешевой. Справедливости ради, можно сказать, и про Польшу тоже. Зайти в Бедронку, вот в Лидлы, вот у нас скоро будет видео на канале, или уже вышло, не знаю, когда выйдет это, не знаю, сравнение с Ригой, да, допустим, с Латвией, где уже страна перешла на евро давно, а Польша осталась на своей валюте злоты, и разница в продуктах, особенно в дешевых, прямо очень видна. Но если мы говорим про готовую еду, про питание в кафе, заказах, еду на вынос, то тут просто Азия и Польша, просто пропасть вот такая. Вот такая. Вот такая. Если мы говорим про такой более-менее качественный, хороший, дорогой сегмент, кафе, заведения, рестораны, то на Бали ты получаешь процентов на 20-30 больше. Вот чем Бали круто. Вот в Таиланде такого нету, а на Бали нереальный уровень заведений с красивейшей едой, просто нереально. Так как мы еще снимаем контент и продаем на видеостоках, у нас хорошо продавалась эта тема, мы много снимали еду, и вот Бали это рай для этого. Там просто супер-мега красивая еда, этих мест, заведений просто тонн на каждом шагу. И там ценник очень даже доступный. Вот, мы приехали в Польшу, начали ходить тут по заведениям примерно такого же уровня, там или даже ниже, и ценник выше где-то на 20%. То есть ты, и плюс заведения такие все более такие простые. В Европе вот нет такой заморочки по заведению, чтобы открыть супер светлое, красивое, и какой-то подход к вкусу, что ли, вкус другой. На Бали оно все такое. Все это там светлое, очень яркое такое, и плюс это тропический вайб. Даже если мы говорим про сегменты, условно, какие-то дорогие кафе, то здесь ты все равно будет тебе на 20-30%, как я уже сказал, дороже. Но если мы говорим, что вот много людей приезжает, но нет денег там ходить по дорогим кафе, на Бали ты можешь всегда просто за $1,5 поесть. Вкусняшка, смотрите, лапки куриные. Что там с едой на Бали? Вот, например, что выбрать? Вот эти замечательные шашлычки в таком маринаде, кабанятина с торчащими в разные стороны костями или куриные лапки. Сколько ты зарабатываешь на этой работе? Да, это будет какая-то индонезийская супер чиповая еда, супер дешевая, супер вредная, выжаренная на пальмовом масле с глютаматом, там еще с чем-то, со специями какими-то, с сахаром. Вот. Те, кто не загоняется, круто, окей. И мы сами тоже ели, даже мы загоняемся. И то ели, часто заказывали, потому что иногда просто бывает там впадло загоняться. Мы не фанатики, мы просто стараемся следить за этим, но иногда позволяем себе. Вот, кстати, вчера тоже ели джанк-фуд, дети попросили, не знаю, там картошку фри. Господи, пару раз в месяц, нет проблем. И там, получается, вот эту вот индонезийскую еду можно есть очень-очень дешево. Сегодня будем говорить о еде на Бали, но не о той ультрамодной, кучерявой, выпендрежной еде, за которой все приезжают из Патриков, а о еде национальной и традиционной, которую едят сами индонезийцы и на которую, объевшись уже своих авокадо-тостов, переходит множество экспатов со временем, чувствуя себя настоящим индонезийцем. А в Европе, получается, супер дешево заказать еду или поесть где-то в кафе не получится. Можно где-то вот в каких-то вот этих магазинах мелкой розницы, вот как Жабка, да, в Польше, можно что-то заказать, там поесть, но это не еда. Но это все равно будет дороже, несоизмеримо будет дороже, чем ты можешь это позволить себе в Азии. Любимое лакомство местных — это жареная курица. И у них вот эти аналоги KFC, видите, даже RFC написано. Они просто жарят в панировке все курицу, обмазывают самбалом и уедаются ей ведрами. А вот самое жуткое блюдо местных, оно реально жутко выглядит даже для тех, кто ест мясо. Я не знаю, по-моему, жуткое ощущение — это вполне адекватная реакция. Вот, далее аспект, следующий маленький момент и очень важный, о котором мало кто думает, но это архиважный момент, я даже не знаю, почему в конец поставил. Это то, что, допустим, наемная сила
в Азии несоизмеримо дешевле, чем здесь. Допустим, в Азии выгоднее, я бы даже сказал, что выгоднее нанимать себе домработницу и няню, чем не нанимать. Потому что, когда ты нанимаешь и платишь те деньги там им, ты освобождаешь себе колоссальное количество времени, чтобы создавать себе условия для работы, для заработка, для отдыха, для восстановления, и в итоге ты получаешься в каком-то нереальном профите. Это то, чем прекрасен Бали. Это в этом месте очень доступно делегировать все свои домашние хлопоты, бытовые хлопоты на других людей. Здесь эта история распространена, это норма, это абсолютно вот обыденность. И все 3 года мы живем уже с домработницей. Настя, моя жена, называет ее хозяюшка, очень ласково называет хозяюшку, так и есть, потому что она уже очень близка к нашей семье, она с нами уже несколько лет, приходит к нам, вот из района в район мы кочуем, она все равно приезжает. То есть, если здесь стоит нанять одну уборку, клининг домой, просто 3-комнатной квартиры, нанять человека вот на 3-4 часа, это стоит 50 евро, 200 злотых минимум, это самый дешевый прайс, который мы только слышали здесь, хотя в основном 250, я думаю. И то это без мытья окон, то есть это просто вот там пылесос, протереть пол, посуда, просто такой, можно сказать, такой как декоративная такая уборочка, да, без какого-то погружения там, вот, и то за $50 вы можете нанять, вот у нас была домработница, помощница, практически на неделю, каждый день на 3 часа. Очень распространенное мнение: о боже мой, как это можно, это же так рабский труд использовать, да, но это говорят люди, которые просто оторваны от реальности и не понимают, что существует рыночная стоимость труда, да, то есть никто не приезжает на Бали и такой смотрит: оу, сколько стоит? $50 на неделю, ну, к примеру, да? Ну, а я буду платить 500, потому что я такой хороший. Нет, никто так не делает. Осуждают люди, которые просто, вот, ну, которым хочется поосуждать. Это оторванность от реальности, это неадекватность. Вот, но, опять же, золотая середина должна быть. Конечно, ты понимаешь, что $50 это очень мало, поэтому мы с нашей домработницей были в очень хороших отношениях, в дружеских. Она любила нас как работодателей, и она была счастлива, что у нее есть дополнительная работа, получить даже вот эти небольшие деньги. Мы, в свою очередь, всегда и доплачивали. Я всегда и платил больше, переплачивал, потому что видишь, как она старается, сколько она делает. Закинули там лишние $10, $20. Вот. Когда-то ей что-то нужно было, она просила тоже что-то там одолжить или еще что-то. Там пару раз она просила выручить, просто отсылаешь там ей эти $20. Для них это большие деньги. Это реалии такие. Очень часто мы просили купить ее продукты в магазине, она привозила, и ты просто еще за это накидываешь там, ну, отдаешь ей за продукты, и еще накидываешь тоже за ноги, ну, как это там, за то, что за время, да, за все. И она довольна. То есть мы все друг другу были полезны, и все получали выгоду друг от друга. Вот. Это просто объясняю, как это все там работает. То же самое с няней, когда не было садика, с няней, мы няне тоже, она очень нас вручала, и сдружились. Мы до сих пор, кстати, дружим с нашей хозяюшкой, с нашей няней. Прям общаемся, созваниваемся, переписываемся. Вот. Бывает, даже видеоколы делаем, они там спрашивают, как дети. То есть вот такие дружеские, околосемейные отношения, они как тети наши родные. Я еще не беру какие-то мелкие аспекты, вот коммунальные платежи, допустим, в Азии там ты много платишь за электричество, потому что все время кондиционер, но это все равно дешевле, чем коммуналки, или ты платишь за воду здесь, вот в Польше. У нас вот приходил в Польше перерасчет за воду за полгода $500, ну, 400 евро. Это просто безумие. Там, конечно, такого нету, просто нереально. Бензин, топливо, там просто несоизмеримо дешевле, ну, топливо здесь, сколько стоит и там. И в итоге оно становится все проще. Тем более там не обязательно машина, ты можешь пользоваться мопедом, а мопед вообще там ест там эти
литр, блин. Вот эти все факторы, они создают, вот повторюсь, это условие, когда ты можешь регулировать жизнь. В Европе нет, есть определенные планки, границы, и все, ты вот за них не выйдешь. Ты как бы либо так, либо никак. И ты обязан вот эти все чеки, биллы, вот это все соблюдать, оплачивать, и дешевле тебе не выйдет. Ну, ты как не экономим воду, все равно это вообще не жизнь. Будешь тут, что ли, не выжимать, чтобы там капелькой воды там дети не пользовались. Ну, бред, понятно. В общем, вот такие мысли. Поэтому, если у кого есть возможность, кто-то там работает удаленно, вот мы здесь в Польше познакомились очень со многими людьми и часто встречали таких людей, которые работают удаленно, и такие: о, тут серая Польша зимой. Хотя мы делали про это отдельное видео, нам вообще окей, мне зашло после 4 лет в Азии, вообще супер кайф. Но кто-то вот здесь живет и кому-то не нравится, да, но работает удаленно, деньги достает удаленно, онлайн. Я вообще не понимаю, зачем тогда тут сидеть, если тебе прям не нравится. Блин, туда круто, летите туда, там можно подрегулировать. Еще и если вы много зарабатываете, можно жить в 2 раза дешевле, половину откладывать и там как-то инвестировать эти деньги. Поэтому, кому понравилось, поставьте, поддержите, приходите, можете посмотреть наш балийский канал про жизнь на Бали. Очень много классных видео, здесь уже много про жизнь в Польше. Увидимся в новых видео. Пока-пока.